Всем привет! Нам привезли новую Yamaha 9.9 на первичную обкатку. Это значит, что у нас появилась возможность показать и ответить на самые часто задаваемые вопросы. Мне лично стало интересно, стоит ли покупать новую Yamaha, или лучше взять БУ, или лучше сэкономить деньги и купить китайский мотор. В интернете ходят слухи, что после 2010 года Yamaha брать нельзя. После Фукусимы несчастные японцы в погоне за удешевлением стали экономить на всем. На качестве, на запчастях. Только вот где это удешевление, о котором все говорят? Yamaha наоборот только дорожает. Давайте ради интереса узнаем, какая компрессия на новой необкатанной Yamaha. Держи так. Сколько? 10. 5. На верхнем и на нижнем цилиндре компрессия по 10. После обкатки она может немного возрасти. Минимальная компрессия для нормальной работы мотора 6 кг, причем компрессия должна быть одинаковая на каждом цилиндре. Максимально допустимый разброс показаний между цилиндрами 1 кг. Колпак на Yamaha гуляет из стороны в сторону, но только если к нему приложить усилия. Хорошо, а что там с Yamaha 99 года выпуска? Давайте проверим. Один в один колпак гуляет на то же самое расстояние. Неужели рука Китая уже в то время добралась до японского производства? Проверим наличие и уровень масла в редукторе. Откручиваем верхний болт уровня. Без большой широкой отвертки здесь не обойтись. Затянули хорошо. Мы используем ударную отвертку. Опустим туда хомутик и смотрим. Масло есть и уровень соответствует. После обкатки масло должно быть заменено. В масле будет присутствовать мелкая стружка, потому что редуктор тоже проходит обкатку. Снимаем грибной винт. На грибной вал нанесен какой-то специальный липкий консервант. Причем используется только японцами. На таиландских мелких Ямахах этого нет. Это не ржавчина на грибном валу, хотя со стороны так и кажется. Это не консистентная смазка, ею смазаны сальники грибного вала, и мы это видим. Yamaha использует свою фирменную смазку не один десяток лет. Грибной вал имеет допустимый люфт как продольный, так и поперечный. Всем привет, Евгений, Yamaha Петрозаводск. К нам обратился Дмитрий с канала «Ремонт лодочных моторов город Уссурийск» и задал ряд вопросов касаемо мотора 9915, где они производятся, как они настроены, как обкатываются, какая смазка нанесена на винтах. На часть вопросов мы смогли ответить сами, часть вопросов ушло в российское представительство, часть вопросов была переадресована японской стороне. Часть ответов уже получили, Дмитрий их сможет озвучить. На некоторые вопросы еще ждем ответы. Давайте сразу, вот, собственно, вопрос был по смазке винта у Дмитрия, что используется. Вообще, если посмотреть руководство пользователя, которое дается клиенту с мотором, то есть вот такая схема
на которой обозначены узлы, которые смазываются, и указано две смазки. Смазка тип А и смазка тип D. Смазка тип А — это не что иное, как смазка на основе литиевого мыла Marine Grease, которая производится в США и используется, в принципе, для всех узлов мотора, и для тавотниц, и для валов. Что касаемо смазки D, которая указана в руководстве, то последние 5 лет в Россию она не поставляется. Это полимерная смазка с высокой коррозионной стойкостью. Так, чтобы быстрее было, мы уже сняли шплинты, чтобы время не тратить. Снимаем вал. И видим, собственно, ту же самую картину, которую видел Дмитрий, только здесь смазки побольше. Мотор более свежий, возможно, японцы услышали нас, стали мазать больше. То есть смазки больше, видно, что она и на шайбе, на валу она присутствует. Она такая, это не смазка А, я сразу говорю, по консистентной. Возможно, как раз таки это и есть эта смазка D, которая производится в Японии. В Россию она будет поставляться чуть позже, пока ее не возобновили поставки. То есть вот она, вид вала такой, как будто он корродированный, но на самом деле это не так. И вот эта сверхлипкая смазка, это, скорее всего, есть не что иное, как смазка D. Давайте посмотрим на других моторах. Моторы двухтактные практически все производят на заводе Кумамото в Японии. Восьмерка с того же завода, с того же конвейера. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Здесь смазка несколько другая, здесь это видно. Хотя завод один. Но это смазка, видимо, сальникового узла, потому что на валу. Хотя тоже она похожа очень. Вот это как раз таки консистентная смазка. Видимо, какая-то местная. Они отличаются с 9.9, несмотря на то, что с одного конвейера. Но маленькие моторы у нас 2-3 силы двухтактные и четырехтактные 2,5 и F5, они производятся в Таиланде. У тайцев вот похожа очень на 9.9 смазка. Она очень липкая. Ее чуть-чуть побольше, чем на Yamaha. Вал нормального цвета, он не поменял цвет. Вот она. Вот здесь она очень похожа на 9.9. Все-таки возможно, что это одна смазка, как раз таки вот это D. Так, ну давайте, может быть, двоечку посмотрим заодно. Для чистоты эксперимента. Она тоже с Таиланда. Что касаемо производства в Японии, то моторы двухтактные практически все, кроме 200-ки, это Кумамото завод. Там же производятся все четырехтактные до 40 включительно. А вот моторы 50+, они идут уже с другого завода в Японии. То есть два разных завода в разных городах. И на двоечке идет хоть и один конвейер, смазка консистентная, как и на восьмерке. Хотя моторы одного производства практически, одного времени. Но, видимо, на конвейере используют то, что есть под рукой, судя по всему. Вот это похоже на смазку А. Хотя на тройке смазка D. Ну, надеюсь, нам японская сторона даст разъяснение, что за смазка, что с ней делать, нужно ли ее смывать, либо наносить свежую. Поэтому, если ответы будут, мы обязательно передадим Дмитрию, он с вами поделится. Что касаемо запуска мотора на конвейере, вот эта восьмерка, она у нас из коробки только достали. Вот эти следы пенопласта, на ней еще все висят. То есть мотор не погружался, не заводился, но при этом специально не вытерли, видно следы выхлопа. То есть новый мотор из коробки, он заводился. То есть его запускали на конвейере, это не мы его заводили, потому что пенопласт с него не слетел. То есть тестирование моторов однозначно происходит. Так что, надеюсь, наша информация вам помогла. Пока. Давайте проверим совпадение меток TDC на маховике и ручном стартере с реальным положением поршня в верхней мертвой точке. Метки совпадают. Они нанесены правильно и в нужном месте. На некоторых китайских моторах метки могут не совпадать. Причем погрешность в пару миллиметров не будет ни на что влиять. Значит, можно без стробоскопа довериться меткам и проверить угол опережения зажигания на минимальном и полном газу. На минимуме это 5 градусов в позднюю,
То есть момент зажигания происходит после того, как поршень уже ушел с верхней мертвой точки. Yamaha так рекомендует в инструкции настраивать эти моторы. Так их настраивают и при сборке. Проверяем угол опережения на максимальном газу. Совмещаем нижние метки на маховике и видим, что у нас он соответствует 30 градусам в раннюю. Мы не будем сейчас ничего настраивать и регулировать. Запустим мотор на заводских настройках. Почему-то многим интересно, с какой попытки запустится новый лодочный мотор. Давайте запустим и Yamaha. Бензин с маслом в пропорции 1 к 25, то есть обкаточная смесь. Бензин 92, масло Ямалюб. Мотор чихает и глохнет, но он еще не прогрет. Давайте не будем торопиться и дадим мотору прогреться. Обороты оставим чуть выше холостых. У Yamaha стоит термостат. Эта часть блока цилиндров должна быть всегда холодная, либо еле теплая. А головка блока цилиндров должна прогреваться до температуры примерно 70-80 градусов. Проверить работу термостата на работающем двигателе, не снимая термостат, можно по сливу воды из специальных отверстий. Смотрите видео на нашем канале, которое называется «Контроль за работой термостата». Ссылка в описании к этому видео. Двигатель прогрет. Теперь он у нас чихает только при резком сбросе газа. Нужно ли настраивать новую Yamaha? Ведь это эталон надежности и качества. Как бы то ни было, нужно. Ведь все мы знаем, какое у нас качество топлива. Не нужно ничего глобально перенастраивать. Не нужно обращаться по гарантии или в сервис. Все можно сделать самостоятельно. При перегазовке моторы иногда чихают, особенно если не прогреты. Чихать может в двух случаях: позднее зажигание или бедная смесь. Что касается бедной смеси, на карбюраторе нужно винт качества немного приоткрутить. Так мы обогащаем смесь. Но это работает только на холостых оборотах. Мы не можем настроить расход топлива при помощи этого винта. Смотрите наше видео по настройке карбюратора. Ссылка в описании к этому видео. Можно сделать зажигание чуть пораньше. Не обязательно опираться на заводские настройки и рекомендации от Yamaha. Для этого смотрите, как настроить угол опережения зажигания на Yamaha DVT-915. Это видео есть на нашем канале. Ссылка в описании. Достаточно просто немного укоротить эту верхнюю тягу на несколько миллиметров. Таким образом, мы делаем зажигание пораньше. Отрегулируйте карбюратор. При необходимости сделайте зажигание чуть раньше, и никаких проблем быть не должно.
Наша Yamaha на холодную после каждого чихания даже глохла, а теперь спокойно работает даже на заводских настройках зажигания. Мотор перестал чихать после того, как мы только подкрутили винт качества. Повторюсь, зажигание мы вообще не настраивали. Yamaha может издавать посторонний звон. Не нужно пугаться. Это звенят пластины механизма подъема. Такой же звон иногда возникает и на китайских моторах. Люфтит кронштейн, на который устанавливается датчик искрообразования. Это никак не сказывается на работе двигателя. Он люфтит с 1996 года. Модель Yamaha 9.9G раздушивается быстрее и дешевле всех своих конкурентов. Здесь стоит ограничитель газа, который не даст открыть дроссельную заслонку полностью. Моторы 9.9 и 15 абсолютно одинаковы, кроме ограничителя больше нет никаких отличий. При раздушке на Yamaha не нужно настраивать угол опережения зажигания. Настройки 9.9 и 15 на этой модели для зажигания одинаковые. Кто-то думает, что раздушка влияет на моторесурс или как-то негативно сказывается на моторе. Это все неправда, ведь мотор изначально создавался как 15-сильный, со всеми необходимыми требованиями к валам, шестерням и другим деталям. Моторы Yamaha продаются во всем мире. Из-за законов некоторых стран, таких как наша, моторы специально задушивают до 9 сил, устанавливают ограничитель газа. Но мотор ведь по своей натуре и кубатуре как был 15 сил, так и остался. Ограничитель снять очень просто. Достаточно просто приоткрутить болт механизма газа. Ограничитель снимаем или просто разворачиваем, чтобы не мешал. Вдруг вам понадобится его вернуть. Давайте снимем карбюратор и посмотрим, требуется ли туда лезть и отгибать ограничители лепестковых клапанов, как это было на предыдущих моделях Yamaha. К слову, карбюраторы на моторах 9.9 и 15 после 1996 года одинаковые. Владелец разрешил использовать его мотор для обзора. Видим, что рабочий ход лепесткового клапана составляет 6 мм, что является зазором ограничителей. А на 9.9 предыдущих моделей мотор был задушен уменьшением этого зазора. Здесь, как мы видим, что на 9.9, что на 15, все одинаковое. Повторюсь, только ограничитель газа и больше ничего. Ну и немаловажную роль играет правильный подобранный шаг гребного винта. На шильдиках перестали указывать год выпуска. Если мотор в Россию ввезен официально, то дилер может посмотреть по номеру мотора, какому дилеру, когда и где двигатель был отгружен клиенту. Но и любой владелец мотора может узнать год выпуска, который указан на свечных проводах. Эти цифры соответствуют либо реальному году выпуска, либо прибавьте к этому еще единицу. Свечи на Yamaha 9.9 идут BA7HS10. Раньше клеили наклейку с рекомендованной маркировкой свечей. На нашем новом моторе эта наклейка отсутствует. У многих есть вопросы по ручке для переноса мотора и как ею пользоваться. Она на Yamaha появилась с 2015 года. На китайских моторах, которые копируют Yamaha, этой ручки нет. Лично я думаю, что на Suzuki эта ручка для переноса сделана удобнее и удачнее. На всех лодочных моторах на шильдиках всегда честно указана страна, в которой мотор был собран. Обманывать русского Ваню японцам и в голову бы не пришло. Ведь моторы делаются для всего мира. Если вы сравните два мотора, например, 2003 и 2020 года, отличия будут минимальны. При этом качество остается на прежнем высоком уровне.
Экономить на запчастях, чтобы сократить итоговую стоимость для такого мощного бренда, как минимум глупо. А китайские моторы составляют конкуренцию Yamaha только в бедных странах, которыми Yamaha и не особо-то заинтересована. Лично мы отличий по качеству в старых и новых моторах не заметили. Мы их разбирали уже очень много раз. Когда видишь какие-то изменения в картине, на которую смотришь, грубо говоря, каждый день, это сразу бросается в глаза. И все эти слухи ничем не подтверждены. Никто еще не мог доказать, что Yamaha делается в Китае. Также можно услышать, что тесть друга брата лично видел на коробке Yamaha надпись Made in China или какие-либо другие слухи, но никогда нет никаких доказательств, к сожалению. Иногда даже грустно становится, как Yamaha всячески поливают грязью те, кому это выгодно. Вот, например, видео из магазина, где продают лодочные моторы. Прислал нам наш подписчик. Руслан, еще раз здравствуйте. Вот специально для вас снимаю, значит, обзор непосредственно по моторам, о которых я вам говорил, и сравниваю их с лодочным мотором Yamaha. Это Yamaha 2019 года, это Yamaha 2016 года, бэушечка висит. Для чего вам о них буду говорить, это хочу показать разницу между ними. Она несущественная, то есть в целом визуально так никогда не определишь, что видите, у них маркировка одинаковая, именно Yamaha идет. Вот, но, допустим, здесь, смотрите, идет карбюратор Kihin, Япония. Здесь уже на 19 год уже стоит Huawei, это Китай. Вот, то есть уже ценник такой не очень оправданный, как я вам говорил. Ты что, с ума сошел? Почему я взял Sia Pro, а не Yamaha? Потому что я считаю, что разницы нету никакой, за исключением того, что Yamaha стоит 180, а это стоит 115 тысяч. В полном комплектации, с машинками, со стартером. То бишь Yamaha, Tohatsu, Mercury, Suzuki, они все начали выпускаться в Китае. Вот. Так стоит ли брать новую Yamaha в 2020 году? Или вы до сих пор думаете, что качество Yamaha скатилось, а качество китайского мотора доросло до Yamaha? Мы ничего не имеем против китайских моторов. Они тоже могут очень долго и безотказно работать. А теперь перейдем от предположений к реальным фактам. Почему бы вместо того, чтобы гадать, не спросить непосредственно у Yamaha, откуда они берут запчасти? Спасибо Евгению, директору Yamaha центра в городе Петрозаводск. Евгений поделился с нами актуальным прайсом. Это лодочные моторы, мотоциклы, снегоходы и прочая техника, а также запчасти к ним. Есть столбец со страной происхождения. В прайсе 165 тысяч позиций, при этом из Китая всего 3000. И то в основном это всякие сувениры и аксессуары. А запчасти из Японии это 132 тысячи позиций. То есть львиная доля запчастей японские. Мы не можем выложить этот каталог для вас, так как он только для внутреннего использования. Надеемся, что Евгения не накажут за то, что мы вам это показали. Но все равно, этого мало. Давайте спросим у Yamaha, где конкретно на территории Японии производятся запчасти для моторов. Открываем каталог запчастей Мегазип. Здесь мы не только заказываем оригинальные запчасти из Японии, но и просто можно узнать каталожные номера нужных нам запчастей. Для примера выберем всю ту же Yamaha 15, и я решил набросать список некоторых запчастей, которые меня интересуют. Шатун, поршень, сальник коленвала, подшипник коленвала, поршневые кольца, карбюратор в сборе, колпак, поддон, крыльчатка, сальник вертикального вала, пружина толкателя, шестерня переднего хода, корпус редуктора, прокладка головки блока цилиндров, ремкомплект двигателя. Запрос был отправлен поставщику в Японию напрямую. Спасибо компании Yamaha Motor Company за предоставленную информацию и разрешение на использование в нашем видео. Это большой склад запчастей, произведенных в Японии, обслуживающий и поставляющий запчасти на весь мир, в том числе и в Россию. Японцы нам прислали такую вот таблицу, где мы видим все те же наши запчасти, по которым мы отправляли запрос. Тут на японском языке написано название предприятия,
где производят эти запчасти. И рядом название на английском языке. То есть мы можем для примера выделить какое-нибудь название, загуглить и найти официальный сайт. То есть, например, здесь Yamaha заказывает поршни. И так по всем остальным пунктам мы можем это все посмотреть. Follow the sun, but not anyone. Yamaha, the way it should be. Этот список мы оставим в описании. Если вам интересно, вы можете сами ознакомиться по каждому пункту. Все запчасти, которые мы выбрали, действительно производятся только на территории Японии. Напомню, что мы уже задавали вопросы Tohatsu Marine Corporation. Ссылку на это видео мы оставим в описании, оно тоже может быть для вас интересным. А еще у нас есть небольшое сравнение лучших двухтактных лодочных моторов мощностью 15 сил. Tohatsu, Suzuki и, конечно же, Yamaha. Нам привезли новую Yamaha 9.9, упакованную в коробку. Давайте посмотрим. Здесь мы можем узнать, из какого порта из Японии он к нам приехал. Здесь указан также и номер мотора. Этот мотор куплен в Владивостоке. Ну, давайте найдем здесь надписи Made in China. Я их, если честно, не нашел. Только написано Made in Japan. И некоторые люди смеются над этим словом Japon. Это слово написано по-французски. Можете перевести. Pays d'origine Japon. Страна происхождения Япония. Здесь то же самое. И на той стороне абсолютно все то же самое. Никаких упоминаний о Китае мы здесь не найдем. Вот кому интересно прочитать надпись на коробке. Ну и вот она, новая Yamaha. Ну и с этой стороны коробки ничего интересного нет. Японская сторона проявила интерес к нашему вниманию. Не исключено, что эта тема получит продолжение. А пока вы можете в комментариях задавать любые интересующие вас вопросы по Ямахе.